Так, быстрый гайд на хардовую дузу с билдом в танка. Для начала по лайну смотрим. Можно взять фрейсбенд какой-то, стик, тапок. Можно вместо фрейсбенда вообще сделать себе soul ring. Потому что вот это вот хп, которое отнимается soul ring, оно доджится нашим mana shield'ом. То есть, грубо говоря, мы просто получаем без потери хп сразу вот эти вот 150 маны. Причем нам эти 150 маны дают, ну, очень много. Нереально много. То есть, грубо говоря, нам дает там 600 хп эффективного. Ну и плюс нам это будет очень помогать. Очень часто будут моменты, когда нам снесут фул ману, и нам просто не будет хватать маны на змейку, чтобы затриггерить еще кучу маны. То есть мы не сможем никак пополнить ману без сулринга. То есть сулринг это ОП айтем. Вместо врейсбенда он тоже нам даст броню, немножко плотности силы. Да, не даст дэмэдж, но что есть, то есть. По поводу айтем билда, что собирать, как собирать. То есть первая ключевая шмотка это филактерия. Дает там какие-то статы, которые нивелируют тот же врейсбенд. Дает нам манреген, который нам тоже как бы нужен. Мы теряем при фарме крипов в лесу ману. Они нас бьют, они нам сносят ману. Тоже нужен какой-то манреген. Ну и дэмэдж. Это вот дэмэдж ебанутый. 150 урона. Вот этих это на самом деле очень много. Постоянных. Потому что если мы будем играть без филактерии, единичную цель, мы, ну, им сносим вот такое количество урона. Ну, это 165 это очень мало. С филактерией как бы уже полноценный нюк. Всего 277 дэмэджа, но это уже вкусно. И это уже не кринж. Понятное дело, если там по последней цели она ебанет, это будет очень-очень вкусно. Но нужно как-то что-то из соло целями делать. То есть после филактерии, ну, стараемся выйти в агоним, шард. Шард очень нужен нам, потому что, ну, это еще лишняя мана. Змейка, которая отлетает от нас, возвращается к нам и дает нам тоже ману. Она нам очень нужна, чтобы стоять как можно дольше, танковать, впитывать. Дальше мы там, допустим, вот у нас есть тапок. Мы там делаем акторин, разбирая аркана. Потом смотрим. Если хотим выйти еще в больше танковый билд, ну и при этом что-то делать, нужно собрать какой-то триггер Блудстоуна. То есть не сразу Блудстоун собирать, а перед Блудстоуном что-то купить. То есть это какой-то Мелшторм, ну или Радианс. И получится такая ситуация. Конечно, талант на 25-м. В целом будет вот так. То есть мы очень много маны регеним с этих молний. Но при этом еще вносим количество дэмэджа какое-то. Поэтому на 25-м нужен левый талант. Ну, чтобы какой-то импакт делать, а не просто танковать, впитывать и дальше. Чуть больше урона. Кстати, Мджолнир не работает из-за щита дузы. То есть, если по нам будут бить в активке Мджолнира, молния не будет от нас отскакивать, это важно. Поэтому прям Мджолнир нам не особо нужен, можно купить себе Глейпнер. Какие шмотки еще плохо с нами работают? С щитом дузы. Вангвард не работает никак на нас. Резисты к магии, допустим, Eternal Shroud, не так сильно много дает, как хотелось бы. Потому что когда по нам бьют, вот, Mana Shield впитывает дэмэдж за счет маны. Какой-то урон по нам проходит небольшой именно в хп. Вот все вот эти вот резисты, там, к магии, щиты лича, резист к урону от винги, от ее ультимейта. Все будет работать только на хп. У нас оно так не теряется, пока у нас есть мана, поэтому это все шляпа. Также Яша Кая. Она нам не дает больше маны со змейки. Вот мы получили 367 маны за змейку. Берем Яшу Каю. То есть мы получаем те же 367 маны. То есть эта шмотка, она на нас не работает. Она именно работает на восстановление маны со шмоток. Это нам не нужно. Тинкер. Матрикс с нас не снимается, когда нас хуярят. Поэтому на нас бесконечный Матрикс. Сильно ли это? Возможно, дает сопротивление к эффектам. Можно играть без БКБ. У нас проблема с сайленсами. Если нас сайленсят, мы не можем как-то кинуть змейку, таргетить его ману.
Поэтому нам будет приходиться покупать какие-то лотусы или даже БКБшку. Ну или Грифс. Понятное дело, что на 20-м у Тинкера есть уменьшение перезарядки под этим матриксом. Это довольно сильно. Будем чаще кидать змейку. Чаще будет отлетать пассивка змейка. Пассивная змейка шарда. Ну, ульта наша чаще будет. По поводу каких-то жестких комп, но есть только с Вивером. То есть просто по нам хуярят. А Вивер с таймлэпса восстанавливает нам ману. Не только хп, но и ману. Важно. Поэтому Вивер как бы крутой под Дузу. Дуза, которая нам восстанавливает ману. Потому что у нас вечно половый хп-бар. Поэтому нам восстанавливает не хп, а ману. Тоже очень сильно. Феникс также нам восстановит ману с аганимом. То есть там, условно, мы кидаем змейку ульту. У нас мало маны, Феникс нас прячет, то есть ульта Дуза работает еще. Они заморозились под конец стана яйца. Ну и само яйцо. Ну все, больше особо героев нету под Дузу. Ну какой-то Леон с талантом на всасывание маны есть. Но он не так сильно ее нам восстанавливает. То есть приятно, но не сильно. Собственно, все.